Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте посмотрим, что же готовит месяц октябрь девам. Устраивайтесь, пожалуйста, поудобнее, уважаемые девы, и давайте рассмотрим общую атмосферу октября для вас, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция для всех, и начиная с общей атмосферы октября, давайте посмотрим, что же будет в этом месяце для вас, уважаемые девы. Месяц наведения порядков и избавления от всего лишнего, от всего ненужного. Будут ситуации, на которые вы не в силах повлиять, вы будете буквально в позиции ребенка. Но нужно отметить, что месяц для вас будет благоприятным. Карта лилии – это нежность, искренность, чистота. Единственный минус этой карты в том, что какие-то дела, какие-то события могут развиваться, протекать, реализовываться медленнее, чем вам хотелось бы. Но, тем не менее, это будет развитие благоприятное, это будет финал со счастливым концом. Давайте посмотрим, что в сфере работы. Упала карта. Кто у нас упал? Упала Верховная Жрица. Она говорит о том, что вот как раз-таки в сфере работы, учебы для тех, кто учится, в сфере каких-то дел основательных, таких официальных, будут небольшие пробуксовки. Это символ неспешности, это символ медлительности. Также в сфере работы и учебы может быть для вас очень много таких неясных вопросов, когда вам кажется, что есть тайна, есть что-то, что вы не знаете. Тем не менее, вот все идет неспешно, своим чередом. Просто, знаете, здесь движение вперед, оно в режиме улитки. Вот прям как улиточки. Вперед движемся, шаг вперед и два назад. Совершенно не спеша. Здесь нет каких-то конфликтных ситуаций, здесь нет каких-то негативных моментов. Но сам факт того, что медленно развиваются события, может восприниматься вами тяжелее, чем следовало бы. Переживать не стоит. В тот момент, пока вы ждете развития событий, вы можете понаблюдать за ситуацией, вы можете, во-первых, отдохнуть, перевести дух, восстановить силы и можете для себя сделать определенные выводы, потому что Верховная Жрица – это карта мудрости. Здесь вот это время вам дается для того, чтобы сделать какие-то выводы и обрести определенные знания. Опять же, знания, которые сформированы не получением какой-то информации, а путем размышлений, путем вот именно мудрости, да, когда вы размышляете, анализируете что-то. Давайте посмотрим финансы. Что в финансах у дев в октябре? Десятка кубков. Все хорошо, все в изобилии. Траты на семью, получение финансов из семейных источников. Честно говоря, здесь может быть либо такая вот существенная трата на вопросы, связанные с жильем, ремонт, покупка, аренда, либо же здесь прекращается доход из какого-то источника, из какого-то определенного источника. Но семья вам поможет, друзья вам помогут, близкие люди вам помогут. В любом случае здесь нет такого, что вот все плохо, плохо, плохо. Да, затруднительные ситуации, в которых вам предстоит искать какой-то выход. Но для большинства это все-таки не прекращение финансирования из какого-то источника, да, одного, а такая ситуация, когда вы решаете семейные вопросы, которые связаны с недвижимостью, с жильем, которые связаны с обустройством, да, с бытом. И на почве того, что львиная доля финансов тратится вот как раз-таки на этот быт,
вы немножко не в том состоянии, когда можете себе позволить абсолютно все. Но, повторюсь, ваши близкие люди, друзья, родственники, ваша семья всегда рядом, всегда готовы оказать вам поддержку, в том числе и финансовую. Давайте посмотрим сферу любви. Что в любви у дев? Иерофант. Так. Многие заключат официальный брак, официальный союз, придут к этому союзу. У кого-то здесь такая ситуация, когда ваш партнер не свободен, либо вы не свободны, потому что Иерофант, Пентаклевая королева, это такая ситуация, когда актуальные законные отношения, официальные отношения на почве существующих, да, то есть есть моменты, связанные с треугольниками. Для кого-то здесь такая ситуация, когда вы с партнером принадлежите к разным обществам. У кого-то это разница в возрасте, у кого-то в статусе, у кого-то в религии, в национальности и так далее. Но, тем не менее, несмотря на все эти состояние, на все эти условия, обстоятельства, ваши отношения движутся вперед. Огромное влияние здесь имеет Пентаклевая королева. Это может быть либо ваш статус жены, матери, либо же супруга вашего спутника, если он не свободен, либо же мама, да, то есть это женская фигура, которая вот именно стремится как-то повлиять на вас, на ваши взаимоотношения. Но, тем не менее, несмотря на все вот эти вот обстоятельства, ваши отношения с партнером, они движутся вперед. Те, кто ждут нового знакомства, это знакомство обретут, причем здесь как мужчина, так и женщина может войти в вашу жизнь. И обладая общими целями, вы и ваш партнер имеете просто вот какие-то общие точки соприкосновения. У вас есть стабильность, вы друг друга не хотите терять, вы друг друга цените, друг другом дорожите. Вот то движение вперед, оно не может считаться кардинальными какими-то переменами. По сути, здесь все в такой одной паре, да, либо что-то развивается несколько медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее вы вперед движетесь. И есть некая стабильность, которую стоит ценить. Более того, есть люди, которые готовы вас поддерживать. Опять же, в вопросах любви, в вопросах семьи. Есть те, кто очень переживает за ваш союз и готов всегда вам помочь. Единственное, что не хватает здесь немножечко романтики. Но, тем не менее, радует также и то, что прям, знаете, таких вот болезненных моментов здесь тоже не будет. Здесь в целом движение вперед и, как знаете, духовный, личностный рост, познание каких-то новых горизонтов, оно заставляет вас улучшать. Не то, что заставляет, да, а мотивирует улучшать ваши с партнером взаимоотношения. Давайте посмотрим, к чему стремиться девам в октябре. Стремиться. Мужчина с чувствами. Слушать своего мужчину, который вас любит. И стараться видеть те предложения, которые он может вам озвучить. Причем это касается не только мужчины, здесь дело касается вообще абсолютно любых предложений, которые могут вам поступать. Но здесь не стоит торопиться вперед. Четверка мечей — это карта спокойствия. Речь идет про развитие, да, туз жезлов — это всегда развитие, это всегда процветание, это улучшение того состояния, в котором вы находитесь. Но здесь важно не торопиться. И темп стоит выбирать, исходя из текущего состояния, из текущей ситуации, и во всем слушать мужчину, который вас любит. А чего остерегаться стоит? Остерегаться.
Важно, смотрите, не сойти с ума от этой медлительности. Умеренность шут. Вот здесь у нас все карты говорят о том, что месяц октябрь будет для вас таким достаточно медленным, размеренным, да, то есть события развиваются не так, как хотелось бы, не так быстро, как хотелось бы, да, вы движетесь в правильном направлении, но в таком достаточно размеренном темпе. Вот важно не сойти с ума от этой медлительности и не застревать в состоянии стагнации. Идите вперед, пусть медленно, как улитка, но идите, двигайтесь, знайте, что это ваше направление. Огромное значение имеет партнерство, огромное значение имеют те люди, которые вас поддерживают, которые вам помогают. И это действительно то, на что стоит полагаться. Ваши союзники, ваши единомышленники. Поэтому двигайтесь вперед, пусть неспешно, но тем не менее уверенно. И пусть это время, оно дает вам возможность восстановить силы, ресурсы и сделать для себя определенные выводы, да, то есть пройти определенный духовный и личностный рост. Вот такой получился у нас прогноз для дев на октябрь. Благодарю всех за просмотр. До встречи в новых видео.